«Тихо», — шепчет она мне в ответ. Я удивляюсь. Как же я могу слышать ее под водой? Она отнимает ладошку от моего рта, и я с удивлением вдыхаю свежий воздух. «Тихо», — повторяет она еще раз. «Ничего не говори. Иди за мной». Я послушно пытаюсь подняться, но вместо песка на дне чувствую осколки битого стекла под босыми ногами. Окончательно проснувшись, я понимаю, что нахожусь не на дне реки, а на террасе, где так неожиданно заснул. Поспешно засунув кинжал за пояс, выхожу на задний дворик, где меня уже ждет Мелисса. Небо из черного стало темно-синим, и уже кое-что можно различить вокруг. Прижав палец к губам, Мелисса делает мне знак, чтобы я не шумел, и, слегка потянув за рукав, исчезает в просвете между кустами. На еще плохо слушающихся ногах я продираюсь сквозь густые колючки, стараясь не отстать от нее. Слышу, как моя белая шелковая рубаха превращается в лохмотья. Когда от нее уже практически ничего не остается, а тело все саднит от царапин, мы выбираемся на поляну у подножья горы. Мелисса выглядит так, будто она шла по ковровой дорожке, осыпаемой лепестками роз, а не лезла через непролазные колючки. Задрав голову, я вижу, как с вершины стекает тонкая струйка воды. Постепенно увеличиваясь в размерах, она превращается, здесь у подножья, в небольшой водопад. Вода в нем стекает сплошной прозрачной стеной, не пенясь, и почти бесшумно. Мелисса уверенно ведет меня в обход небольшого озерца, прямо к водопаду. По скользким камням мы спускаемся вниз и пробираемся вплотную к водяной завесе. Мелисса решительно шагает прямо в падающий поток и исчезает за ним. Столь ранний ледяной душ не вызывает во мне чувства восторга, но, видимо, искупаться все же придется. Затаив дыхание и вытянув вперед руки, чтобы не наткнуться на скалу, я тоже шагаю в водопад. За водяной стеной пустота. Я чувствую, как Мелисса берет меня за рукав и уверенно тянет вглубь скрытой за водопадом пещеры. По пояс в воде мы медленно пробираемся вперед. Постепенно дно начинает повышаться, и, наконец, мы выбираемся на сухое место. «Здесь нас сразу не найдут», — произносит Мелисса. Первые слова с тех пор, как мы выбрались из дома. Это место я обнаружила совсем недавно, когда купалась в озере, и, думаю, о нем никто не знает. Если бы мы тогда знали, как она ошибается, наверное, нам стоило бы бежать совсем в другую сторону. Но в тот момент пещера и мне показалась идеальным убежищем. По крайней мере, чувство относительной безопасности дало возможность немного расслабиться. У меня на языке вертелось множество вопросов, но я решил не спешить их задавать. Если Мелисса захочет посвятить меня в детали происшедшего, то и без моих вопросов все расскажет. А если нет, то тем более не стоит совать нос в чужие дела. Я не чувствовал своей причастности ко всей этой истории, и вмешиваться в нее мне совсем не хотелось. Брошенный вскользь холодно-равнодушный взгляд темной фигуры не вызывал желания поближе познакомиться с его обладателем. Но я также знал, если возникнет необходимость вмешаться, то я сделаю это не раздумывая. «Хорошо, что ты не вмешался», — словно угадав мои мысли, произнесла Мелисса. «С ними все равно не справиться. Это войны Арама, и мало кто хочет встретиться с ними лицом к лицу. Им был нужен Марко. Хорошо, что его здесь не оказалось, а то неизвестно, чем бы все это закончилось. И все-таки это очень плохо. Они видели тебя и теперь знают, что здесь есть еще кто-то, но не знают, кто и почему он здесь.
Узнать им это непременно захочется. Думаю даже, что уже захотелось. Я понимал, что она права. И действительно, у меня нет ни малейшего шанса против этих воинов Арама. Но чувство уязвленной гордости и некоторой обиды за такую оценку моих способностей слегка сдавило горло, а в висках застучало. Я еще хорошо помнил сон, в котором именно я, а не какой-то там Марко, спас ее от огромной черной птицы с такими же, как у воинов, ором и глазами. Мне очень хотелось возразить так, чтобы Мелисса поняла, что я совсем не такой, как она думает. И в самом деле, ведь она же со мной почти не знакома. Хотелось весело рассмеяться, найти правильные слова, которые тут же убедят ее в том, что расправиться и с этими в черном, и с любыми другими мне не составит никакого труда. Но я не рассмеялся и нужных слов не нашел. Пришлось признаться самому себе, что она права. И сон, в котором я ее спас, тут совсем ни при чем, хотя в тот момент я не знал, что это сон, и действовал, будто все происходило по-настоящему. Нет, я не буду оправдываться. Я просто докажу на деле, на что я способен, когда это потребуется. Я молчал, но, видимо, молчал не очень убедительно. И, приняв мое молчание за знак несогласия, Мелисса потребовала: «Обещай мне, что бы ни случилось, ни во что не вмешиваться. Я ведь вижу, что ты не только не понимаешь, что происходит, но даже и где находишься». С этим я был согласен. Я действительно совершенно ничего не понимал. Не мог же я сказать ей, что нахожусь во сне. С большой неохотой я заставил себя утвердительно кивнуть головой. Наши глаза уже привыкли к темноте пещеры, и Мелисса, увидев мой кивок, немного успокоилась. «Сейчас нет времени все тебе объяснять. Поверь мне, нам надо как можно быстрее оказаться подальше отсюда. Лучше, если бы мы оказались по ту сторону гор». «А как же твой муж?» — спросил я. «Он ведь должен был вот-вот вернуться. Думаю, он уже знает о нападении и о том, что мне удалось скрыться, а значит, в дом не вернется. Сейчас это самое главное». Я даже не стал спрашивать, каким образом ей удалось сообщить Марко о нападении. После всего, что произошло, уже ничто меня не удивляло. Пещера, в которой мы оказались, была больше, чем я думал. Слабый свет начинающегося дня проникал сюда через толщу воды, и она светилась изнутри, отбрасывая колышущиеся блики на неровный потолок и стены, исчезающие чуть дальше в полной темноте. Воздух не кажется мне застоявшимся. Скорее всего, где-то должен быть другой выход, предположил я. Мы пошли вдоль берега, но уже через пару десятков метров темнота сгустилась настолько, что идти дальше было невозможно. Я вспомнил, что еще на берегу моря обнаружил в кармане устройство, напоминавшее калькулятор. Возможно, в нем мог оказаться встроенный фонарик. Как только я достал из кармана черную плоскую коробочку, дисплей засветился ярким голубым светом, и тьма расступилась на несколько метров. Мелисса с удивлением посмотрела на меня, но многозначительно промолчала, и я понял, что скоро мне предстоит объясниться по этому поводу. Хотя и не имел ни малейшего представления, что именно я могу здесь объяснить. Я не имел никакого представления не только о том, как коробочка оказалась в кармане штанов, но и как сами эти штаны оказались на мне. Хотя, возможно, я ошибался, и Мелисса возмутилась совсем по другому поводу. Надолго ли хватит заряда в устройстве, я не знал, но надеялся, что мы успеем с его помощью хоть немного обследовать пещеру. Было решено не отходить далеко от края воды. Во-первых, чтобы не заблудиться в случае, если свет погаснет,
а во-вторых, вероятность наткнуться на какой-нибудь ручеек, впадающий в подземное озеро, а это, как мы надеялись, могло бы дать нам возможность найти другие выходы из пещеры. Довольно скоро мы и в самом деле наткнулись на небольшой ручей, вытекавший из широкой трещины в скале. Пригнувшись, мы двинулись вдоль русла. Через 100 метров оно изменило свое направление, свернув вглубь горного массива. Я немного опасался, что батарейка в устройстве закончится, и мы окажемся в полной темноте. В этом случае мы всегда могли вернуться обратно вдоль ручья. На удивление, с течением времени свет нисколько не ослабевал. Часа через 2 мы выбились из сил и решили остановиться на отдых на небольшой сухой площадке в углублении стены. Несколько крупных плоских камней, оказавшихся здесь как нельзя кстати, вполне годились в качестве сидений. Я с удовольствием развалился на слегка шероховатой, обточенной бурными подземными потоками поверхности камня. После холодных вод ручья камень показался мне даже теплым на ощупь, хотя я понимал, что в сырой пещере под землей теплым он быть никак не мог. Я посмотрел на Мелиссу, ожидая и ее увидеть удобно устроившейся на одном из камней, но она стояла, прислонившись спиной к стене, и внимательно наблюдала за моей вознёй. «Откуда у тебя это?» — задала она, видимо, давно вертевшийся у нее на языке вопрос, указывая на мой импровизированный фонарик, который я положил на камень дисплеем вверх, чтобы осветить, возможно, большее пространство. «И не говори опять, что не знаешь, потому что такие вещи случайно никому не достаются». «Я и в самом деле не знаю», — ответил я. «Я обнаружил его в кармане штанов, когда я появился на берегу. То есть, когда мне приснилось, что я стою на берегу моря, а потом все остальное». «Теперь уже я совсем ничего не понимаю», — произнесла Мелисса. «Значит, ты где-то уснул, а потом проснулся на берегу моря, и эта штука уже была у тебя в кармане?» «Да именно так все и было. Я запнулся, сомневаясь, стоит ли говорить о том, что я и сейчас думаю, что все это мне снится, но Мелисса, странно взглянув на меня, сама продолжила мою мысль. «Так значит, ты думаешь, что ты до сих пор спишь, и все это?» Она обвела рукой стены пещеры и себя. «Происходит во сне. И тебе очень любопытно, чем все это закончится?» «Да», — неохотно промямлил я. «Почему я должен считать иначе?» «Понимаю», — задумалась Мелисса. «К сожалению, вынуждена тебя разочаровать. Это совсем не сон, а самая настоящая реальность. Сейчас я не могу тебе это доказать. Что бы я ни говорила, ты мне не поверишь. Во всяком случае, медленно подбирая нужные слова, продолжила она, я прошу тебя относиться к тому, что происходит, как к самой настоящей реальности, а уж к возникающим опасностям и тем более. Я не знаю, что именно случится с тобой там, в твоей другой жизни, если что-нибудь произойдет здесь. Возможно, нечто подобное, например. Ты можешь попасть под машину или неожиданно поскользнуться и сломать ногу. А может произойти и вовсе что-нибудь из ряда вон выходящее. Так что старайся не геройствовать и не считать, что это сон, и поэтому тебе все можно. Поверь мне, это абсолютно точно не сон. Это в учебниках параллельные прямые не пересекаются, а вот параллельные миры делают это с большим удовольствием. Мы пока мало знаем, почему и как это происходит, но нам известно, что если в точке пересечения миров оказывается человек, то его физическое тело остается в прежнем мире, а эмоционально-информационная составляющая, или, если хочешь, душа, перемещается в другой. Значит, тот, кто был раньше здесь, не зная, как лучше выразиться, я машинально приложил руку к груди, теперь находится в моем теле там, в моем прежнем мире,
«Не обязательно», — продолжала Мелисса. «Бывает по-разному. Для того, кто был здесь до тебя, возможно, пройдет лишь одно мгновение, пока ты разгуливаешь в его теле. Его душа просто зависнет в своеобразном лимбо до тех пор, пока не вернется обратно. Если тебя это успокоит, то это тело почти точная копия твоего в твоем мире, так что ты должен чувствовать себя вполне комфортно». Она немного помолчала и продолжила. «Кстати, ты помнишь, что было до того, как ты сюда попал? Ну, где ты находился или вообще хоть что-нибудь?» Я задумался. Нет, ничего не помню. Может быть, у меня просто провал в памяти. Никуда я не перемещался, жил здесь всегда и просто вдруг все забыл. Бывает же такое. Зачем накручивать про параллельные миры и души, зависшие в лимбо? Это было бы самым легким и приятным объяснением. Но, к сожалению, это не так, — возразила Мелисса. Ты ведь и раньше слышал истории о людях, которые вдруг забывали все, что с ними было до определенного момента, и помнили только то, что было после. При этом они не забыли язык, не потеряли навыки общения с другими людьми и даже помнили различные события, не касающиеся их лично. Именно так и происходит при пересечении двух параллельных миров. С точки зрения науки, они никогда не должны были бы пересечься, но, видимо, есть исключительные обстоятельства или аномалии, при которых это происходит. Недавно нам удалось выяснить, что происходит это не само собой, а из-за внешнего вмешательства. «И кому же это вдруг захотелось переместить меня в ваш мир?» — возмутился я. «И для чего?» Мелисса ненадолго задумалась и сказала: «Я думаю, что никому не захотелось. Это, скорее всего, побочный эффект от использования в одном из параллельных миров еще не изученных нами свойств пространства. Жрецам Орама об этом известно уже много веков. Все это время они охотятся за знанием, которое позволило бы им свободно перемещаться между мирами. Представь себе, какую силу это могло бы им дать. Марко тоже занимается исследованиями этого феномена. Недавно он мне сказал, что вплотную приблизился к открытию, и осталось доработать лишь некоторые детали. Видимо, именно поэтому за него с таким усердием взялись службы Орама. Если это так, то мое появление здесь, вероятно, тоже не случайно, предположил я. Скорее всего, так и есть. Появление человека, который неожиданно забыл свое прошлое, вызывает повышенный интерес у жрецов Орама. Они стараются заполучить его любой ценой. Для чего им это надо? Не удержался я от глупого вопроса, ответ на который был вполне очевиден. «Как зачем?» — удивилась Мелисса. «Чтобы узнать как можно больше о других мирах. Они сканируют мозг, погружая человека в транс, и он вспоминает реалии своей прежней жизни. Конечно, не всегда это представляет интерес. Все зависит от того, из какого мира он попал к нам и кем он там был. Иногда в руки жрецов попадают такие знания, которые на многие столетия опережают наши. Миры хоть и параллельны, но развиваются не только с разной скоростью, но и различными путями. Полученная информация хранится в тайне, ведь такое знание — ключ к безграничному могуществу. Условно мы называем такие знания эзотерическими, то есть они не были получены нашей наукой, и источник их лежит вне пределов нашего мира. От легенд и сказок их отличает одно важное качество — с течением времени они полностью подтверждаются наукой. Думаю, нечто подобное происходит и в вашем мире. Кроме этого, феномен пересекающихся миров
имеет еще одно удивительное и необъяснимое свойство. Для человека, пришедшего из параллельного мира, время замедляет ход, а часто и вообще останавливается. То есть он живет вне времени. Проходят десятилетия, а он совершенно не меняется. Если ему посчастливится, и он вернется в свой мир, то окажется в тот же момент времени, в который он этот мир покинул.